Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о DJI O4 Unity, вот этом мелкий который, и уже не только мои первые мысли от его распаковки, но и какие-то мысли, какое-то мнение после опыта его эксплуатации. Опыт, конечно, небольшой, но тем не менее я его установил на 4 разных дрона, попробовал полетать, попробовал посмотреть, как он себя ведет в каждой из ситуаций. Действительно ли это только тварь дрожащая, или же какое-то право на жизнь он имеет. Давайте с этим разбираться. Ну и, как обычно, напоминаю, что спонсором данного видео, как и, в принципе, остальных на моем канале, являются ваши лайки, подписки и комментарии. Поэтому не забудьте подписаться на канал, оставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий. Ну а теперь давайте продолжим разговор про O4 Air Unit. Ну, давайте для начала посмотрим, если вы еще не видели, как выглядит Air Unit, что он из себя представляет. Это плата, одиночная плата, на которой у нас распаян сам видеопередатчик, на которой у нас имеется полнофункциональный, полноразмерный USB Type-C, выход от антенны и выход коаксиального кабеля на камеру. Камера, я уже по поводу этой камеры хорошо прошел все, хорошо сгорел все, что мог, сказал. В целом же, на самом деле, по большому счету, он не так уж и сильно отличается от O4 Pro, который тоже стал у нас одноплатным, в отличие от O3. Очень плотная компоновка элементов, как вы видите. Здесь у нас датчик утопления, буква H у нас станет красненькой, если мы его намочим. Ну и, в общем-то, на этом здесь интересного все. Как видите, точнее не видите, слота для SD-карты. SD-карточки здесь нет. Здесь встроенная память на 23 гигабайта. Не так, чтобы много, но и не так, чтобы очень мало. Достаточно на несколько полетов, после чего вам придется подключить его по USB компьютеру. Благо, опять-таки, нам не придется использовать никаких переходников. Подключить, перелить файлики и заново начать летать. Что у нас по весу данного юнита? По весу данный юнит с камерой и с их родной антенной получается 8,6 грамма. Если докинуть сюда еще кабель какой-нибудь, который, например, идет от BTFPV, становится 9 грамм. Ну и, наверное, получается все. То есть вот в 9 грамм мы имеем полное наше цифровое удовольствие, позволяющее нам это все дело устанавливать на вупчике. Если я правильно помню, то это у нас получается даже на 1 грамм легче, чем 1С модуль от улитки. Но я могу ошибаться. В целом же про сам модуль больше вот визуально рассказывать нечего. Квадратная камера, на самом деле это не камера, это вот такой вот объектив здесь расположен. Народ уже придумал, как менять объективы от аналоговых камер. Опять-таки интересное инженерное решение от DJI, которое крепит наш шлейф к самой камере. Дополнительная плата, достаточно хлипко сделана. Здесь она прихвачена с двух сторон двумя каплями клея, но все-таки лучше это все дело пройтись каким-нибудь тем самым B7000, T7000 и прихватить вот здесь, не заливая, естественно, сам шлейф, не заливая это все дело вот сюда, да, пройтись между корпусом камеры и вот этой дополнительной платой. Это чуть-чуть нам позволит иметь большую надежность в данном элементе. Камера из интересного пишет 4К. 4К у нее не уверен, что настоящий. Есть периодические ощущения, что это на самом деле интерполированный 1080, то есть 1080 растянутый с накинутой резкостью. Но в целом, конечно, по сравнению с тем же самым аналогом, картинка небо и земля. То есть, да, с этой камеры мы получаем достаточно приличную картинку, на которую можно смотреть без слез, если у нас нет вибрации, если у нас нет дрожаний в кадре. Если же у нас вибрация есть, то аналоговую картинку в этом случае смотреть становится проще, чем цифровую, за счет того, что там меньше детализация, меньше деталей, которые размазываются. Что еще у нас здесь интересного? Посадочное отверстие у нас стандартное, получается 25 на 25. Питание у нас, как я уже говорил, как я уже горел по этому поводу, это от 3,7 вольт до 13,2 вольт. То есть поддержка 1С у нас здесь практически минимальна, без дополнительного бэка. Вот опять-таки
Полетники от BTFPV нам позволяют это дело реализовать. Полетники от других производителей на данный момент еще нет. Только у Flywu не так давно вышел мелкий бэк, который предназначен для питания 1С модуля от DJI. Задержка на данном юните у нас заявлена, по-моему, если я правильно помню, от 20 миллисекунд в режиме Race, то бишь в гоночном режиме, с очками DJI Goggles 3. Ширина канала у нас 60 МГц, это все нормально. Угол обзора у этой камеры, если я опять-таки помню, 117 градусов или 118. Из интересного снимать вы можете как 4:3, так и 16:9. В 4:3 картинка становится, естественно, практически квадратная, но мы получаем больше изображения в верхней и нижней части. По ISO там все нормально. Ночная съемка у данной камеры не так, чтобы идеал, но, в принципе, достаточно терпимо. То есть, по крайней мере, в вечернее время, даже в автоматическом режиме, вы можете по городу при освещении фонарями полетать и что-то даже увидеть. По цветовым профилям у данного юнита ничего дополнительного нет, только обычный нормал, никакого Disney Lake, никакого плоского профиля. Ну, я так понимаю, это чисто маркетинговый ход. Летать на данном юните вы можете в очках, начиная с DJI Goggles 2. V2 уже, к сожалению, в пролете. На Goggles 2 вы можете их использовать, на Integri вы можете их использовать, на Goggles 3 и их шлеме Entry, естественно, тоже можете использовать. В остальном же на данный момент по обзору этой железки мне, наверное, добавить нечего. Давайте поговорим о том, что же на ней можно собрать. Для начала я его попробовал ставить на 65-ю классическую рамку, 65 мм Air, и посмотреть, что из этого получится. Я думаю, те, кто летали на аватарах на 1С модулях, уже прекрасно понимают, что из этого получилось. Из этого получилось, в принципе, ничего хорошего. Вес данной сборки получился 27,6 грамма, что для 1С вупчика на 65 чистых миллиметров действительно маловато. Это с учетом еще вот этой здоровой канопы, которую я попробовал поставить от BTFPV, сразу же стало понятно, что оно особо не летит. Реально на каждом повороте его приходилось подлавливать, подруливать, чтобы его не заносило, потому что центр тяжести у него действительно был очень высоко. Ну и время полета, как видите, оставляло желать лучшего, то есть 2,5 минуты абсолютнейшего тошнилова, 2 минуты, если летать более-менее резво, или, я думаю, 1,5 минуты, если пытаться вжаривать, а то и минута. Это совсем не то время полета, которое бы хотелось видеть. Поэтому с 65-й рамки я решил перекинуть на 75-ю, тоже чисто 75 миллиметров, и посмотреть, как он летает на ней. Здесь, как видите, уже стало гораздо интереснее. Здесь уже и полетное время стало порядка 4-4,5 минут. И управляемо стало получше. Опять-таки, канопа использовалась, как видите, та же самая. Но тут его уже, благодаря тому, что больше была моторная база, его уже так не заносило, летать на нем уже стало можно. Ну и в качестве последнего эксперимента я решил перекинуть его на 75 Pro, посмотреть, что же будет там. Ну и заодно это получился тот самый дрон, который BTFPV продает у себя как BNF Quadric. Полетное время практически не изменилось, точно так же, может быть, даже уменьшилось. Точно так же мы имеем порядка 4-4,5 минут, в зависимости от того, насколько активно мы летаем. Но если очень активно мы летаем, я думаю, оно будет еще меньше. Но, тем не менее, все-таки поведение в воздухе у него стало получше, за одним очень важным исключением. Все, абсолютно все варианты сборки с вот этой самой канопой от BTFPV очень чувствительны к вибрациям. Если у вас вибрирующая рама, если у вас гнутые пропы, то считайте все, на этом летать вам будет невозможно. Абсолютнейшая тряска, абсолютнейшая болтанка, дрожь по всему кадру вам обеспечена. Причиной этому, я думаю, является то, что soft mount от BTFPV является уж слишком soft, потому что когда начинаются вибрации на раме, он их подхватывает и, соответственно, начинает вибрировать в резонансе. Это совсем не то, что было бы нам нужно, и в результате мы получаем вот такую вот нелетабельную абсолютно картинку.
При этом, если у вас сборка чистая, при этом, если у вас рама не вибрирует сама по себе, у вас хорошие прямые пропы, то летит он достаточно хорошо, достаточно ровно и практически никаких вибраций лишних незаметно. Единственное, что на каких-нибудь прогазовках он может вибрировать, но с этим вполне можно смириться. Кстати, родные пропы от BTFPV, которые идут в комплекте 75 Pro, я попробовал. И хочу сказать, что они реально гнутся просто об воздух. То есть даже если визуально вы смотрите на них, они еще вполне себе ничего, на самом деле они уже дают такую вибрацию, что летать опять-таки с этой канопой становится невозможным. Поставил вот эти пропы от Гемфона, честно говоря, не помню, кто это, тоже 45 миллиметров. Они пожестче, они потверже, чем пропы от BTFPV. Да, и, наверное, они действительно добавляют ему веса, потому что вес, кстати, получился вот такой вот у 75 Pro, но, тем не менее, летать на них он стал более стабильным. Ну и в качестве последнего эксперимента я его поставил вот на такую 2С зубочистку. Сейчас здесь установлен пока опять Альдезира. Буду пересобирать обратно на DJI. Но вот, тем не менее, я попробовал еще на 2С аккумуляторы для того, чтобы посмотреть, как он себя там ведет. Ну и, в принципе, наверное, этими тремя вупами и одной 2С зубочисткой я покрыл все основные области применения данного модуля, О4 модуля. Потому что на дронах покрупнее уже никаких проблем не составляет установить О4 Pro, который, да, тяжелее, который массивнее, но который однозначно дает и лучшую картинку, и лучшие результаты. Ну и, как обычно, в конце видео хотелось бы подвести некоторые итоги, но однозначных итогов, однозначных результатов я, к сожалению, в этот раз дать не смогу. Опять-таки, это все субъективно. Я попробую просто как-то немножко все структурировать. Что я бы хотел сказать про использование этого модуля на рамках чистых 65 миллиметров. Да и, честно говоря, про 65 Pro я узнал у ребят то же самое. Не стал бы я это рекомендовать, если вы не готовы колхозить, если вы не готовы стремиться облегчить данный модуль, облегчить всю вашу сборку, где-то стремясь получить результат в районе 20 грамм. В районе 20 грамм на 65 миллиметрах летать нормально становится, но все равно я бы, наверное, сказал, что 65 миллиметров домашние полеты по-прежнему остаются вотчиной только аналога, ну и в крайнем случае Альдезира, собранным на их IO-5. Тот самый IO, который 5.1, включая видеопередатчик и позволяющий собрать квадрик 65 миллиметров на цифре до 20 грамм. У меня вот, например, получилось собрать в районе 19 грамм, да, 19, 18, 18,9, по-моему. И там мы получаем полетное время 2,5 те же самые минуты, но уже в более активном темпе. Но для того, чтобы вот этот юнит облегчить настолько и попасть в те же самые 20 грамм, нам потребуется очень сильно его модифицировать, в том числе и модифицировать его деструктивно, потеряв гарантию. Я видел фотографию, что народ уже выкладывает в районе 20 грамм, собирают сборки на этом юните. Но если вы не готовы к тому, чтобы заморачиваться, если вы хотите просто купил и полетел, если у вас еще не очень в этом много опыта, то все-таки напоминаю, что 65 миллиметров, по моему мнению, для цифры еще рановато. В 75 миллиметров и в 75 Pro это уже нормальные варианты, на этих вариантах можно летать. Но точно так же, как и на 65 миллиметров, я не сказал, не стоит использовать данную канопу от BTFPV. Это хорошая, отличная канопа, за исключением того, что она реально дает слишком soft mount. Она слишком мягкая для того, чтобы картинку на дрожащем дроне, на вибрирующем дроне нормально можно было стабилизировать. Если же самостоятельно напечатать какую-нибудь канопу, потому что пока еще в продаже софт-маунтов я не видел, а любая ТПУ канопа на вот таких вот вупчиках будет являться софт-маунтом, это будет не очень софт-маунт, но это как раз именно то, что нам нужно для этого юнита. Итак, возвращаюсь, что-то я как-то куда-то ушел мыслью. 75 миллиметров, 75 миллиметров Pro, особенно если вы напечатаете самостоятельно ТПУшную канопу, вполне себе летабельные варианты. В принципе, с этой канопой вы опять-таки можете летать, но стоит помнить о дополнительной тряске, если у вас будут гнутые пропы. По поводу полетного контроллера, на котором, если вы будете собираться, то на данный момент, насколько я помню, единственный полетный контроллер, который действительно сделан
учетом требований DJI O4 Air Unit, это все равно остается крест от Beta FPV. Вот этот матрикс, на который у меня был на канале обзор, да, он действительно позволяет летать и высаживать батку ниже 3 вольт. Все остальные дроны от тех самых Happy Model, от тех самых Sub 250, они совершенно не заморачивались, они лепят те самые полетные контроллеры, просто ставят туда O4 юнит, и в результате на перегазовках мы получаем пропадающее видео. Цифра — это не аналог, возвращается видео там не моментально. Там будет какая-то задержка, которая наверняка приведет к тому, что вы ваш дрон куда-нибудь влепите. Писать видео без сценария, конечно, так себе идея, но тем не менее продолжаем. Как я уже сказал, крест от Beta FPV — единственный полетный контроллер, который на данный момент реально, на момент записи этого видео, реально заточен для работы с DJI O4 Air Unit. Другие полетные контроллеры не используйте, другие BNF квадрики, 1С квадрики тоже я бы не рекомендовал вам использовать. 2С никаких проблем нет, с 2С питание все нормально. Можете питаться напрямую с батки или через бат и получать нормальную стабильную картинку. Ну и вот как раз говоря про 2С, например, вот такие вот зубочистки, тут стоит тоже подумать о каком-нибудь хотя бы полужестком, полумягком маунте, который позволит нам немножко сглаживать вибрации, идущие с рамы. Ну и, соответственно, сам этот квадрик необходимо будет поднастроить, если вы покупаете его не, опять-таки, BNF, не поднастроенный производителем, если собираете его самостоятельно. То есть нам будет нужно убрать все вибрации с рамы, потому что при жестком, как вот, например, в этом квадрике, фиксировании юнита, фиксировании камеры, мы получаем очень, соответственно, жесткую болтанку. Юнит картинку трясет достаточно заметно, но оставить мы ее, естественно, не сможем, потому что встроенный тот же самый гироскоп у нас сходит с ума от всех этих вибраций, которые напрямую на него передаются. А гирофлоу в данном случае будет только вредить. Ну и, наверное, окончательно подводя итоги, что я хочу сказать про этот юнит. Стало ли это каким-либо прорывом? Нет, это не стало прорывом. Это первый выход DJI на рынок вот 1С мелких VUPA модулей. Выход, как я уже говорил в видео с распаковки, не самый удачный, но тем не менее рабочий. Стоит ли менять вашу существующую видеосистему на DJI немедленно благодаря тому, что вышел этот юнит? Я бы сказал нет. Данный юнит просто закрывает дырку в продуктовой линейке DJI, которая уже давно была закрыта у Волкснейлов, которая давно уже была закрыта у Визира, и вот теперь DJI тоже ее закрыли. Да, если у вас есть уже какие-то очки, например, какой-то шлем DJI, вы имеете возможность собрать себе и что-то на 1С для того, чтобы летать на чем-то мелком, например, по дому, не меняя вашу видеосистему. Если вы только на данный момент собираетесь входить в FPV и выбираете себе видеосистему, на которой входить, тут уже становится интереснее. Да, благодаря этому юниту, опять-таки, вы имеете возможность получить полеты как на мелких вупах, так и на крупных, где уже установлен O4. На O4 юнит это достаточно интересный вариант. O4 юнит Pro, если быть точным, он достаточно интересный вариант. Третий уже был весьма неплох, четвертый стал еще лучше. Он у меня есть, на него обзор, может быть, я сделаю потом. Кстати, достаточно давно вышел, поэтому пишите в комментариях, если вы хотите этот обзор, насколько сильно вы его хотите на O4 Pro, потому что вполне возможно, что эта информация уже достаточно широко распространена и особой необходимости в ней нет. Если вы входите только сейчас в FPV и хотите входить на цифре, то да, теперь вы можете просто выбирать по своему бюджету, по своим требованиям картинки, ту цифру, которая будет вам близка. Например, Альдезира для гонок и минимальной задержки, улитку как бюджетный вариант, особенно с их шлемом. Ну и DJI, опять-таки, относительно бюджетно, можно тоже войти вот с этим 1С модулем и шлемом. Суммарно это получится в районе $350. Не самый как бы низкий вариант, но уже достаточно близко к минимальной цене улитки в $280. Да, картинка у DJI действительно хорошая. Благо, все-таки на рынке видео они достаточно тоже давно. Они набили себе руку как камера дронами, они набили себе руку как своими всякими карманными, да, и экшн-камерами. Поэтому к картинке особо придраться не к чему. Да, с такой камерой мы, естественно, получаем картинку не профессионального качества. Мы не сможем ее использовать, как бы мы и не старались, наверняка в каких-то коммерческих съемках. Но для себя, для Инстаграма, куда-нибудь, да, в принципе, и для ютубчика при хорошем освещении мы можем получить достаточно приемлемую картинку. Ну и, кстати, при вечерней съемке, вот
посмотрите, картинка в автонастройках дает не самые плохие результаты. Да, картинка в ночное время у нас получается достаточно шумная, но рассмотреть какие-то объекты мы вполне себе можем. Вот, например, опять-таки мы можем даже что-нибудь задайвить. В итоге что получается? Это не революция, это обычная эволюция, это развитие линейки продуктов DJI, которая закрывает ту нишу, которая у них простаивала, которая давно уже была закрыта у конкурентов. И я вот в своем видео по цифре современной рассказывал о том, что если вы хотите летать на 1С лупах, то у вас вариант только Zero улитка. Все, теперь это еще и DJI. Плохо, хорошо, как смогли, так и сделали. Возможно, в 5 Air-юнитах они учтут свои ошибки, а возможно и нет, потому что на самом деле и FPV-шное отделение DJI это не самые их приоритетные. Основные деньги они, конечно, получают с камеродронов типа мавиков, поэтому вот нам достается вот такое, к чему та же самая квадратная камера. Правильно народ заметил, просто они взяли его с Нео, никак не меняя, чтобы не перенастраивать производственную линию. Как взяли, так его сюда и пихаем. Ну и на данный момент это достаточно летабельный получается вариант, если к нему немножко приложить руки. Вот такое немножко сумбурное получилось видео. Видео делал без сценария, я думаю, это заметно. Просто какие-то свои мысли, которые приходили мне в голову во время того, как я пытался вот понять, где место этого юнита. Все-таки в помойке или в кваде. В итоге считаю, что в квад его все-таки поставить можно, летать на нем можно. Ну а если немножко приложить к нему руки, можно добиться достаточно интересных вариантов. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем счастливо и всем пока.